Привет, друзья! Сегодняшние события оказались неожиданными. В Соединенных Штатах Америки расследуют два происшествия с военной авиацией. Истребитель и вертолет совершили аварийную посадку с техническими неполадками почти одновременно. В Германии партия «Альтернатива для Германии» готовит полное обновление своей молодежной организации под новым названием «Поколение Германия». Министр иностранных дел Иоганн Вадефуль откладывает визит в Китай. Пекин не подтвердил часть встречи. Компания Boeing столкнулась с новой волной протестов работников, а Камала Харрис формирует команду для возможного участия в выборах 2028 года. Кроме того, в Германии обсуждают инициативу министра внутренних дел Александра Домбринда. Он предлагает, внимание, разрешить службам безопасности проводить кибератветные меры против атак на Германию. Поддержите канал подпиской, это помогает выпускать обзоры последнего часа ежедневно. Итак, в Соединенных Штатах произошло сразу два авиационных инцидента. Истребитель и военный вертолет упали в результате технических неисправностей. По данным военно-воздушных властей, первый инцидент – крушение боевого самолета – случился в пригородной зоне, когда истребитель исчез из радара. При попытке экстренного возвращения на базу связь с ним была потеряна. Позже, неподалеку от того же региона, армейский вертолет, выполнявший тренировочный полет, упал из-за технических неисправностей. Оба экипажа не подали сигнал бедствия, на борту истребителя находился один пилот, на вертолете несколько военнослужащих, точное число пока уточняется. Власти начали расследование, на месте работы службы оперативного реагирования, ведется оценка обстановки. Внутренние источники сообщают, что командование военно-воздушных сил готовит подробный отчет о причинах данных инцидентов. Аналитики отмечают, что такое сочетание аварии – редкое явление и тревожный знак для системы управления воздушным движением и безопасностью операций. В ближайшие часы станут известны детали причин этих инцидентов, механические отказы, ошибка пилотирования или внешнее воздействие, и когда начнется официальное расследование с участием военно-авиационного ведомства. И это только начало. В Германии партия «Альтернатива для Германии» АДГ готовит полностью перезапустить свою молодежную организацию. Новое объединение получит название «Поколение Германия», и его официальное утверждение запланировано на конец ноября. Руководителем структуры должен стать депутат земельного парламента земли Бранденбург Жан-Паскаль Хоп. Главная цель реформы – это укрепить связь между молодежным движением и самой партией «Альтернатива для Германии». Согласно новым правилам, вступить в организацию смогут, внимание, только члены «Альтернативы для Германии». Это заметно отличается от прежней структуры молодой альтернативы, которая имела независимый статус и принимала участников, не состоящих в партии. Перезапуск связан с решением Федерального ведомства по охране Конституции, которое ранее отнесло молодую альтернативу к организации с повышенным вниманием со стороны надзорных органов. По словам Жана Паскаля Хома, новая структура должна стать более управляемой и действенной в рамках партийной стратегии. Политические эксперты уже отмечают, что партия таким образом выстраивает систему подготовки молодых кадров и стремится усилить свое влияние среди молодежи, особенно в восточных землях Германии, где рейтинги «Альтернативы для Германии» АДГ остаются стабильно высокими. Следующая новость добавляет интриги в происходящее. Министр иностранных дел Германии Йохан Вадефуль, партия Христианско-демократический союз ХДС, вновь откладывает запланированную поездку в Китай. Внешнеполитическое ведомство объясняет, китайская сторона согласовала лишь одну встречу с китайским министром иностранных дел Ван И и не подтвердила другие важные переговорные пункты. Решение вызвало критику со стороны социал-демократической партии Германии СДПГ. Внешнеполитический представитель СДПГ Адис Ахметович назвал ситуацию тревожной. Краткая отмена поездки – это не лучший сигнал в момент напряженных отношений между Германией и Китаем. Представитель фракции ХДС-ХСС в Бундестаге Юрген Карт поддержал решение Вадефуля. Он пояснил, что китайская сторона отказалась подтвердить предложенные темы и графики, поэтому перенос оправдан. По официальной версии поездка не отменена навсегда, а лишь просто отложена. Дипломаты планируют провести часть переговоров по телефону и позже согласовать новую дату визитов. Событие рассматривается как показатель напряженности в двухсторонних отношениях и лишь повод задуматься о стратегии диалога с Пекином, особенно по ключевым темам, таким как поставки редкоземельных элементов, вопросы полупроводников, климат и безопасность. А дальше еще интереснее. Компания Boeing снова столкнулась с отказом своих сотрудников
подписать новое тарифное соглашение. Работники отвергли уже 4-е предложение руководства. Голосование прошло с минимальным перевесом, 51% проголосовали против. Протест продолжается, напомню, еще с августа. В нем участвует более 3000 сотрудников американского авиационного концерна. Рабочие требуют повышения заработной платы, пересмотра бонусной системы и улучшения пенсионных условий. Профсоюз машиностроителей заявил, что компания не прислушивается к реальным запросам работников. В то же время руководство Boeing выразило разочарование результатами голосования, утверждая, что предложенные условия уже включают значительные улучшения. Если стороны не договорятся, забастовка может затянуться и серьезно повлиять на производство самолетов. Для Boeing это создает дополнительные риски, ведь компания и без того сталкивается с задержкой поставок и проблемами с качеством продукции. И еще одна важная новость. Во время своей азиатской поездки президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выразил уверенность, что в ближайшее время удастся заключить всеобъемлющее торговое соглашение с Китаем. Он сказал, цитата, «Я думаю, у нас действительно есть хорошая возможность достичь действительно полного соглашения». Вскоре Трамп направится на встречу с китайским лидером Си Цзиньпином. Переговоры пройдут в рамках саммита в Южной Корее и Юго-Восточной Азии. В преддверии личной встречи представители Вашингтона уже проводят подготовительные переговоры. Министерство финансов Соединенных Штатов Америки и Китая согласовывают текст основных положений, которые могут стать основой согласования. Если сделка будет подписана, она может стать частью напряженности в торговой войне между Соединенными Штатами Америки и Китаем, усилить доверие на рынках и заложить тот фундамент для долгосрочной кооперации. Но путь к соглашению, как вы понимаете, остается непростым. Тарифные споры, вопросы интеллектуальной собственности и конкуренция в высокотехнологичных секторах. Все эти темы еще предстоит урегулировать. Детали соглашения и официальное подтверждение станут ясны в ходе предстоящей встречи Трампа и Си. Это событие может стать тем поворотным моментом в международной торговой политике. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Экс-вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис заявила о готовности вновь побороться за Белый дом. По данным американских СМИ, Харрис активно формирует новую команду советников и стратегов, что свидетельствует о начале подготовки к президентской кампании 2028 года. Напомню, Харрис стала первой женщиной и первым человеком афроазиатского происхождения, занявшим пост вице-президента США. Однако ее рейтинги в последний год оставались неоднозначными. По последним опросам уровень доверия к ней колеблется в пределах 40%, что ниже, чем у ряда ее потенциальных соперников из той же демократической партии. Политические наблюдатели сегодня отмечают, что Харрис старается позиционировать себя как преемницу курса Джо Байдена, делая ставку на социальные реформы, права меньшинств и борьбу с изменением климата. В то же время критики указывают на ее слабую экономическую программу и недостаточную поддержку среди умеренных избирателей. Если Харрис все-таки официально объявит о своем выдвижении, это станет сигналом начала серьезной внутрипартийной борьбы за лидерство именно в Демократической партии Соединенных Штатов Америки. Следующая новость усиливает интерес к происходящему. Министр внутренних дел Германии Александр Домбринт ХСС предлагает расширить полномочия служб безопасности в будущем и могут разрешить применять, внимание, кибератветные меры для предотвращения угроз, даже если серверы атакующих находятся за границей. По его словам, речь идет не о наступательных действиях, а именно о защитных мерах, временном блокировании инфраструктуры злоумышленников в момент цифровых атак на Германию. Домбринт подчеркивает, мера нужна, чтобы своевременно пресечь попытки цифровых вторжений. Министр уверяет, что действия будут законны и соответствовать Конституции. Он считает, что изменение закона позволит эти меры применять в рамках обороны, не нарушая основных прав. Законопроект сейчас готовится и предполагается, что он будет представлен в Кабинете министров уже в следующем году. Если предложение все-таки будет принято, Германия может получить новый инструмент для защиты цифровой инфраструктуры. Это шаг, способный обновить подходы к кибербезопасности в Германии. И это не единственное, что сегодня вызвало оживленное обсуждение в политике.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп приступил к масштабной реконструкции восточного крыла Белого дома. В рамках проекта планируется построить новый бальный зал площадью 8400 квадратных метров, рассчитанный на 1000 гостей. Общая стоимость работ оценивается в $300 миллионов, которые, по словам Трампа, будут покрыты именно за счет частных пожертвований и его собственных средств. Для строительства зала уже снесен исторический сад, созданный Жаклин Кеннеди в 1962 году. Этот шаг вызвал критику историков и общественности, которые считают, что снос нарушает архитектурное наследие Белого дома. В ответ Трамп заявил, что проект направлен на модернизацию и даже улучшение инфраструктуры резиденции для проведения официальных мероприятий. Такое решение президента стало предметом общественных дебатов о балансе между сохранением культурного наследия и современными требованиями к официальным государственным зданиям. И еще одна новость. Председатель Христианского социального союза и одновременно премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил, что его партия исключает любую форму сотрудничества с альтернативой для Германии АДГ. В своей речи на праздновании 80-летия ХСС он отметил, что сотрудничество с альтернативой для Германии противоречит основным ценностям партии и могло бы подорвать ее единство. Зёдер отметил, что АДГ стремится не просто к политическому влиянию, а к созданию новой демократии, противоположность существующему порядку. Ранее в дружественной партии ХДС, которой принадлежит ЕХСС, обсуждалась возможность ослабления так называемой броневой стены Брандмауэр между ХДС и альтернативой для Германии. Однако Зёдер ясно дал понять, что ХСС не будет следовать этому пути. Он заверил, что партия будет противостоять альтернативе для Германии и бороться за ее влияние. Это заявление Зёдера подчеркивает продолжающееся разделение в немецкой политике относительно отношения к альтернативе для Германии и ее роли в политическом ландшафте страны. А дальше о новых инициативах и даже спорах. Представитель Христианско-демократического союза ХДС Александр Тром предложил внедрить систему видеонаблюдения с распознаванием лиц в городских общественных местах. Он заявил, что использование искусственного интеллекта в камерах поможет предотвращать преступления и ускорит их расследование. Социал-демократическая партия Германии СДПГ выступила наоборот против. Ее представители считают, что распознавание лиц должно применяться только для поиска террористов в соответствии с законодательством Европейского Союза. Инициатива Александра Трома вызывает оживленную реакцию внутри политических партий, в частности среди защитников прав на конфиденциальность и данных граждан. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.